Друзья, всем привет! Я уже в Мюнхене. Совсем скоро, буквально через несколько часов, здесь тренировка ПСЖ Хвича Кварацхелия. Наконец-таки я увижу его своими глазами. Видел я его в Грузии, но это Лига Чемпионов, это финал. И в этом выпуске максимально подробно и тренировки, и пресс-конференции. Ну, лучше контента вы не найдете. Поехали! Ну, конечно же, идентика финала. Очень классная. Здесь Интер. Джахман. Пишите, за кого вы сегодня. Прощение, что я такой, может быть, где-то неопрятный, вам неприятно это смотреть, но буквально вот с поезда, с автобуса сюда на стадион, чтобы максимально оперативно снять самый интересный контент, самый актуальный. Присухи уже начинаются где-то через полчаса, поэтому, в общем-то, времени особо ни на что другое здесь и нет. Кажется, я нашел нить Ариадны. Идем дальше. Ну, слушайте, это было предсказуемо. Надеюсь, что и быстро не будет работать. Ну, в общем, вот так выглядит окрестности стадиона. Идем сейчас на присуху. Вроде бы успеваем. Полчаса пришлось потратить на аккредитацию, но относительно быстро, тем не менее. Там уже подсъем ведется под завтрашнюю трансляцию 100%. Ну и по традиции коротко о погоде. Знаете, после Вроцлава, где был дождь и реально было холодно, здесь какая-то жара, вот прям настоящее лето. Называется, жаловался на холод, получи жару. Вот даже в очереди там буквально 5-10 минут было очень жарко. Но я думаю, футболистов это никак не касается. Все-таки игра будет вечером. И, ну, ни Катар, ни Доха и, не знаю, ни Эмираты, поэтому все будет норм. Вот он, красавец, стадион. Вот смотрю и думаю, что же это напоминает. Вот. Не могу сформулировать, друзья, вот если у вас есть ассоциации, пишите, на что это похоже. Друзья, ну, миланский Интер уже здесь, Париж будет попозже. Автобусики, видите, стильные. Вот такой вход для медиа. Ну, а вот автобусы. Уж ладно, туда не пойду, чтобы не опоздать. Здесь посмотрим. Масштаб оцените посолиднее, чем на прошлых матчах. Видите, все тут есть. Не знаю, но журналистов, я думаю, тоже больше. Ну и кофемашина, посмотрите, какая. Все-таки финал Лиги Чемпионов. Леша Дуалишвили, телеканал Рустави 2. Ну, приехали из-за того, что завтра очень большая игра здесь. Финал Лиги Чемпионов. И для нас, конечно, главное, чтобы сыграл хорошо и на высшем уровне Хвича Кварацхелия, потому что вы знаете, что он один из лидеров и в клубе, и, конечно, в сборной Грузии. Так что мы болеем, вся Грузия болеет за него. Мы надеемся, что завтра Квара выиграет кубок и будет счастлив и, конечно, осчастливит всех болельщиков в Грузии. Я вот по своим выпускам заметил, что в матче сборной Грузии просто парализована вся страна, все у телевизоров. Вот завтра будет что-то подобное или нельзя все-таки сравнивать? Не, я не думаю. Это сборная Грузии, так что у сборной Грузии альтернативы нет, конечно. Поэтому завтра просто вся Грузия будет смотреть эту игру и будет болеть за Кварацхелия. Ну, а стоит ли ожидать в Тбилиси каких-то празднований, если выиграет ПСЖ? Или это слишком? Нет, я не думаю, что если завтра Пари Сен-Жермен выиграет, и мы надеемся, что выиграет из-за Кварацхелия, конечно, вся Грузия надеется на это. Не думаю, что там на машинах будут всю ночь гоняться по улицам Грузии. I'm Georgi Popkhadze, commentator on Setanta Sports Georgia. I commentate mostly English football and Champions League also. So you will comment tomorrow, yes? No, not tomorrow. I'm here to do some content stuff, shooting some YouTube vlogs and journalist type of things. Okay. What are your expectations? Especially, I want to ask about this rivalry, Hitaran against Hvicha. If in Georgia people discuss it, and if you assume it as a maybe not crucial but important for that game. I think Georgians are not thinking about this. But yesterday we saw Armenian journalist, and he was talking about that. But in Georgia, I don't think that people are thinking about that. It's more about the match and about Hvicha winning the Champions League. I asked other journalists about what will be in Tbilisi tomorrow. Like, will many people watch the game? Like, is it possible that something? Of course, not like after Georgia winning.
but still maybe some celebrations in the city. I think there will be for sure, because like in Georgia, people really love football. They love Khvicha Kvaratskhelia. It's like he's our main star. There was, I think, nobody like him ever in Georgia. Not like qualifying to the Euros or like qualifying from the group, but I think most of the people will see the match, and there will be some celebrations if PSG wins. I think I will ask this question now. Simone is like really low. Yeah. Great. Like he was as a player and now. I wanted to ask also about Khvicha. Like, what do you think his main secret? Because he's changing clubs quite fast, and here how he adapted. It's really ridiculous how fast he did it. I think it's like his mentality. He's the guy, just a simple guy who loves football, who loves to play football, and I think that's the key for him. What were your expectations when Khvicha just moved to Paris? Because at that time Paris couldn't even not qualify for the next stage. Could you imagine that you would be here? After Khvicha got to Paris, I think there were some expectations, because like I don't know if it's about Kvaratskhelia or not, but after Khvicha got in PSG in Paris, everything just went crazy. It's like the team really improved. I don't know if that's Khvicha's thing or not, but it's like that. It's a fact. And any predictions for tomorrow? Oh, I think Inter are favorites, because like when you have been in the final 2 years ago, it's like a great experience for them, and like same players that played 2 years ago. So like because of that, I think Inter is favorites, but I hope PSG wins. But I think it will be a great game, physical game, technical game, and the main thing for Inter will be to stop these kind of technical players in the PSG. Do you expect many goals? No. In the finals, I never expect many goals, but I hope there will be one. I like the idea of Simone Inzaghi. If you heard, he said not obsession, just determination. Oh. He repeated it like 3 or 4 times now Nice at quote. press conference. Yeah, that's quite interesting. Okay, thank you very much. No, thank you. See you tomorrow. Cheers. Forza Marco, forza! Piano stai sociale! Perché dobbiamo giocare, forza Marco, attacca, Rocco lo attacca! Solo Marco, buona, tienila! Quando si gioca, non ti diamo 6 minuti! Buona! Buona! È buona, oh! Vieni in squadra, vedi? Dai Marco, 3 minuti abbiamo finito, dai! Bravo Cris, sta con lui! Portalo in giro Cristian, Mare! Callo! Да, вот такая была тренировка Интера. Переходим к ПСЖ. Команда уже здесь. У них пресс-конференция будет попозже, но сейчас вовсю вот стандартный вот этот круг и передачи. Я уже смотрю с самого начала. И очень много веселья, очень много эмоций. Давайте я вам немного покажу, как это происходит. Ну, в общем, здесь ничего нового, но обратите внимание, насколько Луис Энрике здесь в стороне, насколько он спокойно смотрит со стороны и как вел себя Симон Инзаги, вы прекрасно видели. Ну, вот такие разные подходы, можно сказать, разные тренерские школы. Мне тут сейчас сказали, что Инзаги частенько после матчей не находит сил говорить, не находит эмоций. Вот. Но Энрике в этом плане, конечно, поспокойнее. When he came to Serie A, it was a great surprise. Not all mass media knew him. People thought he was a very good player, but nothing like he did.
he appeared in Italy. So he was a star when Napoli won the Scudetto, and for me, in my opinion, he was one of the best 2 or 3 Serie A player for technique, quality, dribbling, one-to-one. He was very, very difficult for every defender to face him, because you never knew what he would have done with the ball on his feet. And I'm not surprised he left Napoli, because he built a superstar status. So Paris is a good place for him, and all people can see it. Kvaratskhelia came here in January and solved a lot of problems, because Paris changed his mindset in Europe in particular. So that's why they are in the final. Kvaratskhelia made a great contribution, but Paris has a lot of very, very strong players. It will be a great final for me. I don't know who's the best. Maybe Paris, because Paris has a lot of stars, more than Inter. for you and for Italian journalists? For Italian, if you are kind, maybe 50-50. But people who know football know that Paris is stronger than Inter, because they made a lot of investments to build this team. Luis Enrique, they built a true team, a true squad. So I think they deserved to reach this final, because they won very, very difficult matches. They faced the Liverpool, for example, then Arsenal. There are very, very strong Premier League teams. Final is open to every score. Thank you. PSG go into this match as slight favourites. They need a good home. Probably got left around there, nothing. Hey? What's left around there? C'est quelqu'un de très sérieux aussi. Именно здесь, чуть больше, чем через сутки, один из тренеров будет гордиться и радоваться победе в финале Лиги Чемпионов, а другой будет искать причины этого поражения. Совсем скоро мы это узнаем. Посмотрел я все, весь день здесь провел. Ну, что могу сказать? Все настроены серьезно, но, в принципе, в Лиге Чемпионов иначе не может быть. Все настроены на победу. Из интересного отмечу, что Луис Энрике, скажем так, был менее эмоционален. И он подчеркнул, что все-таки это финал Парижа. Он может войти в историю, в первую очередь, как тренер, который впервые принес титул Лиги Чемпионов, победитель Лиги Чемпионов для Парижа. Ну, а Инзаги, кстати, вообще обоих тренеров спрашивали про прошлые финалы, проигранные, но ПСЖ-то проиграл без Энрике. Вот, а Инзаги 2 года назад именно Сити проиграл. И вот Инзаги, интересно, что сказал: ребята, надо спокойно, с холодной головой подходить к этому матчу. Важно быть мотивированным, сконцентрированным, но спокойно.
И вот буквально спустя пару минут вот что он выдал на самой тренировке, посмотрите. Я, конечно, был в шоке, когда это увидел, тем более после слов тренера. Ну, возможно, вот сам с собой он так говорил, что сам себя он успокаивал, что ему в первую очередь нужно быть спокойным, потому что это влияет на команду. Я вообще давно не видел, чтобы тренер на таком уровне, финал Лиги Чемпионов, у него там море помощников, и он сам управлял тренировкой, сам чуть ли не участвовал в упражнениях, активно подсказывал, кричал. Говорят, что периодически даже голос теряет Симоне Инзаги и на послематчевых флешах говорить не может. На этом сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Вот так вот издали я на Хвичу посмотрел. Ну, как бы тут подходить не вариант. Все-таки, знаете, это не какое-то первенство водокачки. Сейчас он настраивается, возможно, на один из самых важных матчей вообще в своей жизни. Здесь есть грузинские журналисты. Они тоже топят за Хвичу, они верят в победу. Пишите, с каким счетом закончится эта игра, как вы считаете, сможет ли Хвича отличиться. И вообще, что вы ожидаете от этого матча. Помимо этого выпуска у меня на канале вы можете найти перевод интервью с Рио Фердинандом. Там много интересных фактов. Есть еще такое более старое интервью Хвичи. Сейчас ссылки здесь появятся. Это все будет в описании. Готовьтесь к финалу, просматривайте старые видео, ставьте лайки, отправляйте донаты. Вся информация есть в описании. В общем, я здесь вас задерживать не буду. Ну и, конечно, посмотрите мнение экспертов о предстоящем финале. Что они считают, кто в итоге победит, кто выиграет, у кого какие шансы. Здесь и Александр Шмурнов, и Михаил Поленов, и Дмитрий Мирский. В общем, собрал совершенно разные мнения. Надеюсь, что вам понравится. Надолго не прощаюсь. Завтра финал. И, конечно же, очередной выпуск. Ну, наверное, по горячим следам я выйду. А вот такой детальный выпуск с эмоциями, со всем, может, чуть попозже выпустим. До новых встреч, друзья. Нах вам дис.